мы начали учить испанский. Какие-то просто мужчины. Ну, то есть происходит какой-то абьюз. Апошограмм называется. Я бы хотела коротко подстричь свои волосы, но я пока не знаю, кто хочет их купить. Гагагигугу. Гуэ-гуи. Compra evento de cabello. Объясняют нам то или жестами, или рисуют. Нужно прощаться с каким-то прошлым. Me gusta fútbol. Estoy en Argentina hace un año. Спасибо за понимание. Спасибо, что вы со мной в этот момент. Suscribe a nuestros canal. Ребята, всем привет! Сегодня вас ждет очень интересный влог, но прежде я хочу украсть вас одну минуточку, чтобы ответить на вопросы в комментариях под прошлым роликом, которые вы задаете. И первое, что я хочу сказать, это то, что я читаю, мы с Егором читаем каждый комментарий, отвечаем, лайкаем и невероятно радуемся. Ваша активность в комментариях, она дает невероятный стимул, мотивацию делать больше и делать лучше, особенно когда это хорошие комментарии с какими-то пожеланиями, вы пишете о том, как вы нас любите, ну или просто нам советуете что-то. Это невероятно мило, и спасибо вам большое за это, вот просто. И, пожалуйста, не останавливайтесь. Если прямо сейчас вы хотите написать что-то хорошее, что-то доброе или в течение этого влога, то не стесняйтесь, спускайтесь в комментариях, напишите что-нибудь, я обязательно прочитаю, отвечу. Но если будут какие-то вопросы, я буду отвечать на них во влогах. И первый вопрос, который был, это от подписчика, когда же мы пойдем на футбол. Вот мы так много, мы спрашивали про это, правильно, да? Было же? Кто смотрит нас вот прям каждый раз и смотрит внимательно наши влоги, напишите в комментариях, было такое или нет, обещали ли мы пойти на футбол. Конечно, мы очень хотим и ждем этого момента, когда мы сами уже купим билеты и пойдем на футбол. Но когда это будет, я точно сказать не могу. Вот я так отвечаю на вопросы, как будто меня закидали вопросами, да, и я такая... На какой же ответить? На самом деле нет, всего 2 вопроса. И второй вопрос — это про пианино. Этот момент, который я не стала рассказывать о том, почему, что за история с пианино в Москве, как вообще я училась играть и все в таком духе. Вот, отвечая на вопрос, это случилось в тот момент, когда мы с Егором познакомились. Можно сказать, что пианино нас немножко так сблизило, потому что я хотела научиться играть, а Егор умеет играть на пианино, и это были ковидные времена. Он привез домой мне синтезатор, дал на время и учил меня, подарил даже нотную тетрадку с нотами, точнее, с песнями. И я начала играть. Егор меня учил, он показывал мне какие-то мелодии, я учила, постаралась запоминать ноты, аккорды. В общем-то, ребят, с этого началась наша история, практически с этого. И, конечно же, я восхищалась, как Егор играет. Он всегда мне отправлял видео, как он поет, и мне хотелось тоже. А Егор на день рождения, на какой-то день рождения подарил мне пианино. Вот, хорошее. Правильно ли я называю его? Пианино, не пианино? Давайте спросим. Сейчас. Пианино или не пианино? Электронное пианино, да? Все. В общем, электронное пианино он мне подарил, я уточнила, чтобы понимать, чтобы вы понимали точно, может быть, вы разбираетесь, потому что я не очень, если честно. Но он подарил мне электронное пианино, и, конечно, какое-то время я на нем играла. И даже сыграла Егору песню на день рождения, научилась как-то коряво, но... Мы переехали в Черногорию, и на этом все закончилось, потому что пианино мы не смогли с собой взять, мы не стали тащить с собой много вещей, и переезды в разные города, и вот сейчас Аргентина. Конечно же, нам было проще сделать это с меньшим количеством вещей. И вот здесь мы сняли квартиру, и угадайте что? И я опять учусь играть на пианино, только уже на классическом, старом, красивом. А Егор меня учит, поэтому буду радовать вас мелодиями, которые я выучила. Давайте покажу вам песню, которую я научилась играть совсем недавно.
Спасибо большое за ваши комментарии. Вы наша мотивация. Ну, давайте смотреть влог. Смотрите обязательно до конца. Будет очень интересно. Я вам обещаю. Оля Чикос, привет, ребята. Я хотел бы рассказать, что у нас происходит вообще в жизни. Мы в последнее время мало куда ходим, на самом деле, и немного вымотаны. А все почему? Потому что мы начали учить испанский. И мы с Аленой пошли в одну школу. Она называется Ибра. Потрясающая школа, но это занимает очень много времени. То есть мы ходим туда каждый рабочий день. В среднем по 3-4 часа занимаемся. Чувствуется эффект. Школа очень классная. Я думаю, мы подробнее расскажем, что там происходит. Там вообще много всего. Я надеюсь, мы когда-нибудь прям хорошо выучим язык. Пока что знаем совсем чуть-чуть. Вот, но уже сильно лучше, чем было до этого. Это дается тяжело, потому что приходится совмещать учебу с работой, и это непросто. То есть мы учимся во вторую половину дня. В 13:30 у нас начинаются занятия, и они до 6 вечера. Поэтому приходится работать утром, потом приходить после учебы, дорабатывать вечером. И вот в таком вот марафоне мы существуем уже почти месяц. Мы занимаемся уже 4 недели, у нас осталась 1 неделя, и мы должны закончить Нивель 1, первый уровень. Это примерно А1. То есть мы уже умеем чуть-чуть говорить в настоящем времени, плюс-минус понимаем, что говорят. И это здорово. Надеюсь, скоро мы уже сможем что-нибудь говорить на испанском в нашем влоге. И вам будет интереснее смотреть без субтитров с реальным испанским языком. Nos vemos. Так, ну что, ребята, у нас стол трясется, не буду сильно его трясти. У нас вечер воскресенье без рук. Вечер воскресенья мы делаем домашнюю работу. Но прежде мы хотели бы вам показать, какие у нас есть учебники вообще. У нас есть Апошограмм, называется. Вот здесь можно посмотреть, что это Нивель 1. И здесь есть всякие разные задания на грамматику, в основном, вот, которые мы делаем и в классе, и дома. Пожалуйста. Вот. Классный учебник, здорово сделали его. И он остается с нами после окончания школы. Наверное. Скорее всего. Но мы же тут пишем. Мы за это заплатили деньги. Много денег. Вот столько. Вторая книжка у нас вот такая. Основная книжка. Написана «Испаньоль». A1 ID. Educación humanizada del idioma. Тут у нас вся основная теория, плюс тоже задания разные. На грамматику, на фонетику. Всю книжку мы вряд ли пройдем за курс, но уже мы много тут прошли. Всякое такое делаем тут. Ну вот эта книжка тут больше по фонетике, как там произносятся, читаются буквы, алфавит. Даже есть слова песни, не каких-то там старых песен, а современные песни. Из предметов у нас есть грамматика, где мы проходим, угадайте что. Грамматику, правильно. Вот, у нас есть фонетика, где мы учимся произносить звуки и буквы. Га-га-ги-гу-гу. Гуэ-гуи. Ша-шо. Ши-шу-шу. Ша-ша-ши-ша-шу. Кстати, мы учим аргентинский, испанский, риоплатский. Риоплатенсе. Риоплатенция. На фонетике мы поем, играем, читаем, да, у нас есть еще практика ораль, где мы разговариваем, где мы учим, как сказать, время, числа все. Играли даже в бинго, да, это называется? Да. Играли в бинго, чтобы выучить быстрее числа. И классный такой интерактив на каждом уроке. И на фонетике, и на грамматике. Ну, грамматика, конечно, больше на правила и на зубрежку фокусируется, да. В основном
это все очень интересно, нам объясняют как детям иногда, и это здорово, потому что учителя не разговаривают на других языках и стараются не употреблять какие-то английские слова, объясняют нам то или жестами, или рисуют, так, чтобы мы поняли и запомнили, как это будет на испанском языке, на испанском, аргентинском. Еще у нас есть история. Один день в неделю история. Мы с профессором Эзекиэлем сначала говорим 2 часа, а потом идем по городу, уходим в музеи, смотрим здания, болтаем. В общем, тоже очень здорово. Да, в общем, крутая школа, нам очень нравится, но единственное, что мы устаем. Вот. И еще одна, то, что нам вот выдавали в школе, такая тетрадка, каждому ученику, она такая оригинальная, тоже круто сделана. Вот. Ну и здесь всякие записи наши, которые там вот, правила, не правила, проходим на уроках, что-то пишем. Сегодня у нас домашнее задание по фонетике, потому что у нас осталась последняя неделя. Так у нас в основном были задания по грамматике. Мы хотим вместе с вами сделать домашнее задание. Нам нужно загадать 2 предмета, выбрать один и второй. И попробуйте также угадать. У нас будет про материал, у нас будет размер, у нас будет форма, какую имеет предмет форму, тяжелый или легкий, цвет его, где он может находиться и цена. Ну все, можно приступать. Можешь слова у тебя посмотреть? В общем, сейчас попробуйте угадать, что за объекты мы загадали. Поехали. Первый объект. Puede ser de cemento en general y ladrillo. Objeto es largo, forma es rectangular o cúbico, objeto es pesado, color es no importante, objeto está fuera de casa y esto es muy caro. Пожалуйста, пишите. Mi objeto puede ser de la metal o cerámica. Es más largo que el tenedor. Es más pequeño que el gato. Es una forma irregular y cerca de cilíndrico. Es más liviana que la botella de agua. Es más pesado que la bolsita. Es de color plateado. Está en la casa. Es más caro que la empanada. Es más barata que el celular. Все, пожалуйста, напишите в комментариях, что за объекты загадали мы. Так, ну и в конце можем немножко рассказать о себе на испанском языке, чтобы вы поняли, что мы точно учимся, а не просто так пудрим мозги, и что мы можем хоть что-то сказать на испанском языке. Чего, хочешь начать первый? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Егор, soy de Rusia y de Montenegro también. Vivo en Buenos Aires hace un año. Trabajo es programador. Tengo 27 años. ¿Qué más? Me gusta fútbol. Me gusta estudiar español. ¿Por qué no? Para mí. Me llamo Alena. Soy de Rusia, vivo en Buenos Aires, en Villa Crespo. Estoy en Argentina hace un año. Me gusta el gimnasio, tocar piano, el piano. Sí, tocar el piano. Me gusta vivir en Villa Crespo porque hay muchos árboles en la calle, en las calles. Y muchas tiendas acá, muchas tiendas diferentes, sí, para comprar productos, empanadas,
Bebida, comida. Bebida, comida, sí. Muy confortable barrio. Muy confortable comuna en Buenos Aires. Sí. Sí. Villa Crespa me gusta más que Recoleta y Microcentro también. ¿Por qué? Porque el barrio es muy tranquilo, más tranquilo que otros, para mí. Tenemos el parque Naturalezas. centenario cerca de nosotros. Listo. Y por favor, suscribe a nuestro canal, escribe comentarios debajo del vídeo. ¿Sí? Escribas. Escribe. Это типа как он, они. Пишите, ну типа ты пиши, escribes. Escribir. Escribís. Escribe. Это он, типа Эль escribe. А я просто помню, потому что escribe, ну как-то просто звучит, знаешь, где-то в голове, я не знаю. Ко мне кто-то забрался в голову и говорит мне escribe. В общем, вы поняли. En general, me gusta vivir en Argentina y estudiar y estudio español. Me gusta escuchar mi pareja Алена. Sí. Por favor, no tocar. Sin flash. В общем, все слова, которые мы учим, мы пытаемся их использовать в жизни пока что друг с другом, но иногда идем в магазины и туда какие-то словечки мы вставляем. Поэтому не смотрите на строго. Я уже вот это строго, потому что Г звучит как-то не очень по-аргентински. Escucho и все такое. В общем, да, не судите нас строго за наш испанский, мы только учим. Вот дальше больше будем использовать наши знания. Так, ребят, всем привет. Я тут сижу, у нас очередной вечер. Егор выравнивает звук, завтра выйдет влог, но вы уже, наверное, его посмотрели. А я решила продать свои волосы. Вот. И просто хочу с вами с этим поделиться, и как вообще это я делаю, как я организую свой процесс. Я бы хотела коротко подстричь свои волосы, но я пока не знаю, кто хочет их купить. Продам я их или нет, но у меня появилась идея, и я решила спросить не только у русскоязычных ребят, скорее у мастеров, которые наращивают волосы, но и в Фейсбуке, в маркетплейсе, в группах. Я, нашла группу в Фейсбуке, выложила там свои волосы, там что-то типа Кабешо, давайте я даже скажу название групп разных, что-то там Compra Evento de Cabello, Compra Cabello, в общем-то разные группы, где я могу выложить свои волосы. Я выложила фотографию, написала, что готова продать свои волосы. Но никто не хочет их покупать за цену, которую я предлагаю. Хочу просто обрезать коротко, и хочу это сделать уже неделю, но просто так обрезать их не хочется. Мне довольно-таки жалко, их хочется действительно как-то получить еще с них какую-то выгоду, потому что волосы действительно хорошие, они тяжелые, вот, и просто так их выбрасывать в мусорку не хотелось бы. Может быть, они кому-то пригодятся. И поэтому я уже как час, мне кажется, где-то выложила фотографию волос, выложила пост в 3 или 4 группах. И мне сейчас пишут. И пишут очень много. Пишут, удивляются, откуда я, спрашивают, где живу. Ну, то есть прям в Фейсбуке меня заваливают вопросами. И, конечно, я называю свою стоимость, и они говорят: нет, у нас только нет денег. И пишут какие-то просто мужчины. Тоже, да, странно, как бы. Пишут мужчины, но пишут еще и женщины, пишут профессиональные парикмахеры, мужчины и женщины. Вот. И я вижу, конечно, волосы, которые они там выкладывают, у меня совсем другие волосы. Они не подходят аргентинцам, наверное. Они не пушистые, они не сухие. То есть у меня немного другого качества волосы. И я не знаю, насколько мои волосы подойдут местным, но наш тип волос, не знаю, как это можно назвать, славянские волосы, очень сильно отличаются.
Поэтому я вот думаю, сижу и очень хочу обрезать свой волос, вот прям очень. Вот уже правда надоело, я уже устала делать какие-то хвостики, какие-то косички. Ну, то есть длина моих волос, давайте я просто сейчас вам покажу фотку, которую я сфоткала. Вот мои волосы длинные, вот мои волосы в косичке. Прекрасные каштановые волосы. На самом деле я красила их не так часто, ну то есть там 2-3 раза в жизни, ну может 4 прям максимум. То есть я за ними ухаживаю. Пытаюсь продвинуть свои волосы, просто пытаюсь их продать. Да нет, на самом деле просто хотела поделиться тем, что я пытаюсь продать свои волосы, но у меня не получается. А обрезать очень хочется. Поэтому, может, посоветуйте кого-то, кому нужны волосы, кто заинтересован в хороших, качественных волосах, натуральных, да, там не просто парики искусственные, а из натуральных волос. Готова продать, не знаю, сантиметров 45, может 40, может 50 будет, не знаю. Вот так вот хочу обрезать. На фотке вы видели длину моих волос. Так что вот такие вот у нас дела. Такой вот вечер. Следите за тем, как я продаю свои волосы. И как только вы увидите на обложке я с короткими волосами, значит все. Психанула и просто их обрезала или продала свои волосы за цену, которую хотела бы продать я. Я приехала подстригать свои волосы. Я предварительно нашла, кто купит мои волосы, но сначала их нужно обстричь. Я знаю, многие из вас будут жалеть, что такие длинные волосы, зачем ты их обрезаешь. Поверьте, мне тоже очень жалко, и расставаться с длинными волосами это невероятно сложно. Иногда отпускать какие-то вещи очень важно и нужно, потому что нужно прощаться с каким-то прошлым. И я решила попрощаться со своими волосами, потому что мне и с ними плохо, и без них плохо. Ну, то есть происходит какой-то абьюз с моей стороны волос. Поэтому дается очень трудно, невероятно нервничаю, невероятно переживаю. Но я, в принципе, к этому готова. Это последний кадр, когда вы видите меня с длинными волосами. Ручки трясутся, буквально 10 минут, и я прощаюсь с такими прекрасными волосами. Жалко, да. А могу ли я с этим что-то сделать? Только обрезать. Потому что, как я уже говорила, что довольно-таки сложно постоянно их заплетать, они всегда путаются, нужно делать какую-то прическу. Пришло время обновлений. Надеюсь, вы меня поддержите лайком и напишите комментарий добрый, что с новой стрижкой тебе тоже очень круто. Спасибо за понимание, спасибо, что вы со мной в этот момент. Фух. Но пришло время меняться. Пойдемте стричься.